Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я очень рада, что вы заглянули к бабушке Сонбо, мой уголок, где рождаются необычные сказки и истории. Присаживайтесь поудобнее, а я прочитаю продолжение истории загадочного исчезновения девочки Агаты. Волшебная карусель перенесла ее в параллельный мир, и там она проходит сложный путь, чтобы вернуться. Волшебная карусель павлина. Глава 4. «Кто еще тут спит до сих пор? А ну, вставай!» Услышала она чей-то голос. Агата открыла глаза и увидела перед собой старую женщину, слегка склонившуюся над ней. В руке у той была палка с кривой ручкой, похожей на костыль. «Если мне придется повторять, чтобы ты встала, получишь удар по спине», произнесла старуха и выпрямилась. Агата тут же очнулась, вскочила с кровати и стала торопливо одеваться. «Никогда не заставляй меня говорить дважды, поняла?» сказала надзирательница хриплым, неприятным голосом. Девочка склонила голову в знак покорности. «Да, мисс». «К нашему господину приедет много гостей. Сегодня ты приведешь в порядок все гостевые комнаты». Старуха подняла палку и стала постукивать ею по плечу девочки. «И если мне не понравится, как ты их убрала, я превращу тебя в червя», со злобой произнесла она. «Ивона!» — крикнула надзирательница кому-то. «Отведешь ее и покажешь, где находятся комнаты для гостей». «Слушаюсь», — отозвался голос в ответ. Когда Агата привела себя в порядок, к ней подошла девочка, примерно ее же возраста, и махнула рукой, мол, следуй за мной. Комнаты были огромными, с потолками, уходящими так высоко, будто вверх в бесконечность. Кровати широкие, с резными железными ножками. Спинки у изголовья украшали пышные разноцветные перья, словно огромные веера. Нужно было выбить подушки и одеяло, сменить постель, вымыть полы, вытереть везде пыль и даже почистить каждое перышко на этих фантастических кроватных спинках. Время шло, а комнаты все не заканчивались. Агата уже не пыталась считать, сколько их осталось. Она просто выходила из одной и заходила в следующую. Войдя в очередную комнату, она почувствовала такую сильную усталость, что была готова упасть. Присев на край кровати, она почувствовала, как заныли руки и ноги. В голове гудел шум. Она боялась только одного, что ее увидит надзирательница, самая безжалостная из всех. Говорили, что эта старая женщина одним ударом палки могла убить или превратить человека в червя. Ее шаги были слышны за много коридоров. Они отдавались в голове, будто звон колокола. Агата закрыла глаза на секунду, и перед ней возникла картина, словно с экрана. За столом сидел мужчина в белом халате и что-то писал. Напротив сидела ее мама с тревожным взглядом. «Что со мной, доктор?» — услышала Агата мамин голос. «Не буду скрывать», — ответил доктор. «У вас опухоль небольшая в правом желудочке. Она мешает нормальной работе сердца. Отсюда и приступы. Я настоятельно рекомендую вам лечь на операцию. Чем скорее, тем лучше. Если опухоль начнет быстро расти, вы можете умереть в любой момент». «Доктор, сколько стоит такая операция?» – спросила мама.
от 30 до 50 тысяч долларов. У меня нет таких денег. Все равно не откладывайте. Судя по результатам обследования, опухоль может перекрыть клапан. Ваш сердечный ритм нестабилен. Это очень серьезно. Я понимаю, проговорила мама. Я выпишу вам препарат, который немного поддержит сердце. Постарайтесь не волноваться и как можно больше отдыхать. Если случится сильный приступ, примите двойную дозу и вызывайте врача. Но повторю, ждать нельзя. Без операции вы проживете не больше полугода. Мамочка, что с тобой? Где ты? Это правда? Метались мысли в голове у девочки. Слова доктора прозвучали, как гром среди ясного неба. Ей стало страшно. Впервые в жизни по-настоящему страшно остаться одной в этом мире. «Мама! Мамочка!» – закричала она. «Этого не может быть! Это злая шутка! Нет! Нет! Это просто сон! Наверное, я сплю!» Ком подступил к горлу. Она едва не задохнулась. С усилием она сделала вдох и распахнула глаза. Слезы текли по щекам. Душа болела так, будто ее жгли огнем изнутри. Агата вспомнила ссору с мамой. Как с презрением она сказала ей: «Мне стыдно перед друзьями, стыдно ходить в этой обуви, в этой немодной одежде». Она вспомнила, с какой ненавистью кричала: «У меня старый телефон, разбитое стекло, как ты можешь?» И еще множество обидных слов. Агата ясно увидела, как побелело мамино лицо, как мама, пошатнувшись, протянула руку и вцепилась в дверной косяк. Слезы лились без остановки. Девочка заревела в голос. Ей не хватало воздуха. Дыхание перехватило. Она хрипло прошептала: «Прости меня, мамочка. Я ничего не знала. Я ужасная, разбалованная эгоистка». И в голове снова зазвучали слова, сказанные ей когда-то. О чем говорить? О том, что сейчас нужно подождать? Что у нас трудности? Агата медленно съезжала с кровати, пока не упала на пол. Она попыталась подняться, но не смогла. Открыла глаза и поняла, что все вокруг затянуло густым туманом. Ничего не было видно. В ушах стоял шум, сквозь который вдруг раздались тяжелые шаги. Это шла надзирательница. Последнее, о чем успела подумать Агата, это то, что сейчас с ней случится что-то ужасное. Солнце засветило прямо в глаза, и Агате пришлось зажмуриться. «Я дома! Это свет от моего окна!» – подумала она и обрадовалась. «Ну, просыпайтесь, хватит спать!» – донесся голос. Он вернул ее в реальность и напомнил: она по-прежнему в параллельном мире. Но этот голос не был пугающим. Напротив, он был ласковым, внушающим спокойствие и доверие. Агата поднялась и по привычке быстро оделась, заправила постель и стала оглядываться. Комната, в которой она очнулась, была чистой, просторной и уютной.
На окнах висели белоснежные ажурные шторки, и все это создавало домашний уют. Спиной к ней стояла стройная женщина. Когда та повернулась, на ее лице сияла такая добрая улыбка, что у девочки сразу стало тепло на душе. Это была молодая симпатичная девушка. «Ты молодец», — сказала она, обращаясь к Агате. «Так быстро собралась? Подожди немного, пока все оденутся, хорошо?» Затем она подошла ближе и протянула руку. «Меня зовут мисс Адель, а тебя?» «Агата», — ответила та, пожимая руку. «Очень приятно. Сейчас вместе пойдем умываться, а потом будем накрывать столы в зале для пиршеств. У нашего господина сегодня много гостей». Мисс Адель опустила ее руку, обернулась к остальным. «Ну что, мои птички, вы готовы?» «Да!» — в ответ послышались веселые голоса. Среди детей было много девочек, которых Агата не видела раньше, и совсем немного знакомых лиц. «Привет!» — услышала она рядом голос девочки. «Ты Агата?» «Да. А ты?» «Ева», — ответила та, улыбаясь. «Имя, как у моей мамы», — подумала Агата и тоже улыбнулась. «Ева, а почему здесь нет многих, кого я видела раньше?» «А, те? Видимо, они не выдержали испытания. Их уже нет среди нас», — ответила Ева. Они вдвоем не спеша вышли из спальни. Агата вспомнила слова светловолосого мальчика. Их отправляют на птичий двор. С 3-го уровня будет легче. «Значит, я уже прошла 2 уровня? Ну как? Я же просто работала до потери сознания». С этими мыслями она даже не заметила, как оказалась в комнате для умывания. После того, как все привели себя в порядок, их повели в зал для пиршеств. Зал был огромным и невероятно красивым. Потолки, как и в других помещениях, уходили высоко ввысь. Пол был зеленого цвета, словно огромная поляна. По обеим сторонам зала стояли длинные обеденные столы. На них сверкающие стеклянные бокалы, столовые приборы из чистого серебра, а по центру серебряные подсвечники с горящими свечами. Света было так много, что казалось, они находятся под открытым небом на настоящем празднике лета. У дальней стены на возвышении стоял главный стол. На нем хрустальные бокалы, золотые приборы и золотой подсвечник. Позади трона возвышался огромный портрет на стене. Седой человек сидел в кресле, украшенном белыми павлиньими перьями. «Это отец нашего короля», — раздался голос мисс Адель. «Ну что, закончила осмотр?» — спросила она Агату. «Да, мисс Адель», — слегка испугавшись, ответила та и опустила голову. «Присоединяйся к Еве, она тебе все покажет». Мисс Адель обратилась к остальным. «Девочки, начинайте накрывать столы. Если что-то забудете или нужна будет помощь, позовите меня этим колокольчиком». Она положила колокольчик на полочку возле вазы с полевыми цветами. «Агата, иди сюда», — позвала ее Ева. «Сейчас кухонные начнут приносить блюда. Их нужно расставить на столы. А пока проверь все, приборы, салфетки, чтобы ни одной оплошности, иначе нам не поздоровится». Девочки разошлись по залу. Агата ощутила аромат еды.
У нее заурчал живот. Она ведь еще ничего не ела. Кухонные работники в бежевых фартуках и чепчиках несли блюда, напитки, фрукты. Когда столы были готовы, в зал вошла мисс Адель, взяла колокольчик и позвонила. «Мои дорогие, вы просто молодцы! Все сделали сами, даже без моей помощи. Сейчас начнут приходить гости, а у вас есть полчаса, чтобы поесть. Мы идем в обеденный зал для персонала. После снова сюда обслуживать пир». Все девочки пошли за ней вниз по лестнице. Внизу для таких, как они, стояли простые столы и стулья. По другую сторону раздача. Каждый мог взять, что хотел. Агата взяла тарелку, и вдруг перед глазами появилась мама. Она стояла по другую сторону и что-то говорила с теплой улыбкой на лице. Агата вспомнила, как по утрам мама вставала пораньше, готовила завтрак и бутерброды, а она ворчала, недовольная тем, что лежит в тарелке. «Я ведь никогда не благодарила мамочку, принимала все как должное. Даже когда ей было плохо, она вставала и готовила для меня. Боль пронзила ее, стыд обжигал изнутри. Мамочка, прости меня, прости свою нерадивую дочь. Я больше никогда так не поступлю». Слова сами сорвались с губ. «Ты чего? Не собираешься кушать?» — услышала она голос за спиной. «У нас всего полчаса», — напомнила Ева. «Хочу, конечно, просто задумалась», — пробормотала Агата. Быстро положила себе немного омлета, кусочек рыбы и салат, взяла чай и села за стол. Ева села рядом. Они уже почти доели, как к ним подошел незнакомый мальчик. «Можно?» «Конечно», — ответила Ева. «Кто из вас Агата?» «Это я», — сказала она. Он протянул руку и незаметно вложил в ее ладонь записку. «Это от Марека. Прочитаешь, когда будешь одна, и сразу уничтожь. Если увидят надзиратели, тебе не жить. Поняла?» «Поняла», — кивнула она головой. После еды девочки снова направились в зал. Там играла тихая музыка. Гости были оживленными, ели, пили соки и вина, смеялись. Пустые блюда заменялись новыми. Агата быстро освоилась. Работа шла легко, и время летело. В какой-то момент она решила оглядеть зал. И вдруг поняла: ни одного человека. За столами сидели птицы в одеждах из перьев. У них были головы голубей, орлов, индюков, ястребов, куриц, даже фламинго. И все же она понимала их, слышала, о чем они просили, что говорили. Она не удивлялась, просто работала. Вдруг зазвенел колокольчик. Это был колокольчик самого короля. Агата вздрогнула, подошла к главному столу и взглянула вверх. Перед ней сидел король-павлин. Его наряд переливался всеми цветами, от сине-зеленого до золотистого. На голове корона, переливающаяся от серебра до золота. Он был поразительно величественным. В сказках королю кланялись, подумала она, и с уважением поклонилась.
«Ну, здравствуй», — сказал он. «Подними голову». Она выпрямилась. «Как ты себя чувствуешь у меня в гостях?» «Хорошо, Ваше Величество». «Я наблюдал за тобой. Ты трудолюбива и скромна. Мои гости тобой довольны». Он немного помолчал и добавил: «Почтительность, уважение и сострадание должно быть в каждом человеке. Я не люблю тех, кто забывает о благодарности, терпении и милосердии. Я строг, но справедлив. Помиловать я могу лишь того, кто осознал ошибки и готов их искупить». Он посмотрел на нее с пронзительной теплотой. «Подумай над этим, моя дорогая. Когда будешь готова, я исполню одно твое желание, но только одно. А теперь ступай». «Благодарю вас, Ваше Величество. Позвольте удалиться». «Можешь идти». Агата поклонилась королю и вышла. В коридоре она вспомнила про записку. Развернула, а в ней было написано: «Постарайся попасть на мост желания, когда услышишь «нарекай». Услышав шаги позади, она быстро скомкала бумажку и сунула в карман. Вбежала в туалет, бросила записку в унитаз и смыла ее. Слова «мост желания», «нарекай» гремели у нее в голове. Она подошла к зеркалу, посмотрела на свое отражение. И вдруг тревога, ощущение, что что-то важное ускользнуло. Закрыв глаза, она увидела родную поляну и свою маму. «Женщина, вам плохо?» — прозвучал знакомый мальчишеский голос. Она увидела, как на земле лежала ее мама. «Я вызову скорую!» — кричал он. Подошли люди, кто-то дал воды. Сирена, медики, осмотр и голос врача: «Срочно в больницу! У нее критически низкое давление, возможна остановка сердца». Маму положили на носилки, ее уносили. «Мамочка, не умирай! Не оставляй меня! Я не смогу без тебя! Прости меня! Прости!» Слезы жгли лицо, сердце будто вырвали из груди. Агата осознала, она все поняла, что по-настоящему важно, как ошибалась и как страшно быть вдали от мамы в момент, когда она нужна ей больше всего. «Мама, я вернусь», — прошептала она. «Я спасу тебя, чего бы мне это ни стоило. Ты не умрешь». В этот момент ее окутал туман, и она погрузилась не то в сон, не то в забытье. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, озвучивая эту главу, я не могла сдержать эмоций, и слезы текли и по моим щекам. Я жду вас в следующем ролике. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приходите еще. Я всегда рада вам.